Всем привет, друзья! С вами снова канал Best Game. Недавно Rovio выпустили новую игру в Роблоксе. Она называется Mayhem Simulator. Но при этом суть заключается в том, что они взяли старую игру, которая называлась Angry Birds Bird Island, и просто переделали ее. То есть они даже не делали новую игру, они изменили старую, и из-за этого многие фанаты недовольны. Что касается самого проекта, он является очень мало популярным, потому что Rovio, по сути-то, нигде и не анонсировали этот проект. Единственное, где они сказали то, что они выпускают новую игру в Роблоксе, это Discord сервер. И все. Никаких трейлеров, никаких даже постов в сообществе они не делали. Поэтому тут играет от силы 50 человек максимум. Ну и теперь переходим уже к самому обзору. В этой игре основная суть заключается в том, что у нас есть такая вот рогатка, и мы можем выстреливать птенцами по таким вот зданиям. Причем даже свиней тут нет. За то, что мы уничтожаем здания, мы получаем такие валюты, как алмазы и золото. Золото — это уже старая валюта, она была еще в предыдущей игре Bird Islands. И сама вот эта вот иконка, она взята из Angry Birds 2. По-моему, это называлось что-то монета могучего орла. Как-то так. И что касается алмазов, то это тоже алмазы из Angry Birds 2. То есть ничего оригинального. Также слева у нас есть вкладка промокод. Однако я толком-то даже нигде и эти промокоды не нашел. Также у нас есть Ultimate. Для того, чтобы его активировать, нам необходимо экипировать 5 птиц. После того, как мы их экипировали, после того, как мы начинаем уничтожать задания, мы будем потихоньку восполнять шкалу ультимейта. Ну и после того, как мы нажимаем на эту кнопку, мы бьем по зданию сразу же всеми птицами. Птенцов мы получаем из вот таких вот яиц, которые мы можем выкупать за золото. У нас есть много локаций. В одной, самой первой локации, у нас есть магазин, в котором находятся и яйца, и улучшения. Затем такого не будет. Затем в одной локации будет либо продаваться яйцо, либо улучшение. Давайте-ка попробуем открыть такое яйцо. Что касается анимации, то она взята из другой игры. По-моему, эта игра называется Bubblegum Simulator. Там точно такая же анимация открытия яиц. То есть Rovio что с первой игрой накосячили, так и с второй. Максимальное значение птенцов, по-моему, около 10, чуть больше. Однако мы можем его прокачать, используя кнопку улучшения. Что же касается самих улучшений. В первой локации и во многих других мы просто приходим сюда и ничего не срабатывает. Однако вроде бы как это уже профиксили, но все равно иногда посмотреть улучшения не получается. И вот здесь как раз таки мы и видим всю красоту переводов. Hatchling Count. 1500 самоцветов. Макс. И причем суть заключается в том, что до этого мы могли улучшить этот Hatchling Count. Он стоил, по-моему, 1250 самоцветов. Но сейчас же мы прокачали на максимум и просто повысилась цена. Это что за бред такой? Ну и сверху у нас есть кнопочка. Точнее, не кнопка, а просто надпись. Upgrade. Ну, блин, они реально даже Яндекс.Переводчик не догадались. Также у нас здесь есть таблица лидеров. Я являюсь топ-1 в игре по ежедневному ущербу. Ну, что значит ущерб? Это, судя по всему, опять какой-то ошибочный перевод. По идее, здесь должно быть, наверное, лучший урон. Ну и вот, если вы зайдете в эту игру, то вы заметите то, что мой скин стоит на первом месте. Также здесь есть еженедельный ущерб и ежемесячный. И, кстати, вот этот вот пацан, который на первом месте, мне кажется, что он разработчик, потому что, ну, блин, игра вышла когда там, неделю назад примерно, и уже набить 2 миллиарда это почти что невозможно. Да, и, кстати, друзья, заходите к нам в группу ВК и на наш Discord сервер. Все ссылки будут в описании. Поговорим о локациях. Их здесь не очень много.
Самая первая локация является, наверное, самой большой. Здесь у нас находятся вот такие вот сооружения и, впрочем-то, ничего такого. Во второй локации у нас находятся вот такие вот два яйца, и начинают появляться какие-то сооружения помимо вот этих вот обыкновенных. Например, вот такие кристаллы. Также здесь у нас есть вот такой домик, но в него даже зайти невозможно. Однако мы каким-то образом можем здесь нажать кнопку «Сесть». После этого мы оказываемся вот в таком вот домике, и мы можем здесь сесть, то есть можем садиться мы, может садиться детеныш. И причем, если мы нажимаем «Сесть детенышу», то он не срабатывает и никто не садится. Это очень легко понять. Разработчики вообще сделали игру на тяп-ляп, и они даже не догадались убрать старые вещи. Ну и на втором этаже у нас тут еще есть ванна, и, по-моему, это кровать или что это за гнездо такое. И, кстати, выбраться из этого здания, по сути-то, и невозможно. Единственный вариант — это ресетнуться. В третьей локации у нас есть те же самые сооружения, однако к нам еще и прибавляются различные сундуки. Например, вот этот. Также у нас здесь есть вот такой вот домик. Чтобы в него забраться, нам необходимо вот так вот немножко пропаркурить. Возможно, для этого понадобится прокачать на максимум скорость. Здесь у нас есть все то же самое, что и в предыдущем домике, однако мы еще можем переключить свет. Ну и также, чтобы выбраться из этого дома, нам на этот раз уже не надо ресетиться, мы можем просто выйти через балкон. В четвертой локации у нас есть вот такие вот домики, однако некоторые из них чуть увеличились в размерах. И добавились вот такие вот крутые лестницы. Мы можем сюда забраться, и это нам ничего не даст. Также здесь есть вот такая вот кнопочка с улучшениями, но она очень редко срабатывает. У меня получалось всего лишь один раз. В пятой локации у нас есть два вот таких вот яйца. Из одного из них мы можем получить очень интересного персонажа. Это могучий орел. Давайте я вам его покажу, как он выглядит. Да, это, конечно, очень смешно, когда они сделали детеныша могучего орла. Сооружение здесь становится больше. Ну и также у нас есть вот такая вот проходка на другую сторону. Наверху у нас есть маленькие домики. Также есть сундуки и вот такие вот кристаллы. В следующей локации у нас есть каменные дома. И, в принципе, эта локация ничем не выделяется. Единственное, что здесь есть, это улучшения, которые иногда срабатывают, иногда нет. Что касается следующей локации. Наверху у нас есть вот такой вот цирк, и на нем написано «Диско». Если туда прийти, то мы заметим различные разноцветные кубики, и также здесь есть вот такие два яйца. Это последние яйца, то есть самые лучшие. Именно из них я выбивал вот таких вот детенышей птенцов. Они являются самыми лучшими питомцами в игре. Также здесь есть очень интересная механика. Мы можем открывать и закрывать мусорку. Ну и последняя локация. Здесь у нас есть вот такая вот вкладка с улучшениями. Она также не всегда срабатывает. Однако если перезайти, то по идее должно получиться. Это последняя локация. Здесь, по идее, должны добавить еще, поскольку здесь написано «приближается скоро». И там даже и есть какой-то просвет. Но там толком-то ничего заметить нельзя. Тематика этой локации такая же, как и предыдущая. То есть это шарики, разноцветные кубики и так далее. Поговорим немного о птицах. Они являются очень кривыми, и зачастую их редкость абсолютно не соответствует к их уронам. Причем суть заключается в том, что мы даже их редкость толком-то посмотреть не можем. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо выбить птицу из яйца. Давайте я вам покажу наглядный пример. Вот мы пришли к этому золотому яйцу. Открываем его. Покупаем. Common Disco Hatchling. Common — это обычная редкость.
Теперь давайте откроем еще одно яйцо. Редкий шарик. То есть вот этот вот шарик, который слабее, чем вот этот вот обычный птенец, он почему-то выше по редкости. Хотя, по идее, тут даже легендарной редкости нет. Тут есть только обычная и редкая. И также здесь очень криво построена система высвечивания этих самых птенцов. То есть, посмотрите, поначалу у нас идут птенцы, которые редкость их выбивания 13%, потом 32% и потом 10%. Это все неправильно поставлено. По идее, сначала должны показываться те питомцы, которые выпадают очень часто, а потом уже те, на которых очень маленький шанс выбивания. И причем этот шанс тоже ни на что не влияет. Помимо вот этого вот диска питомца, все остальные птицы, они наносят одинаковое количество урона и ничем не отличаются друг от друга, кроме внешнего вида. Это очень странная система. Также здесь есть очень кривая система открытия новых локаций. Для того, чтобы открыть новую локацию, нам необходимо собрать определенное количество птенцов, причем вообще не важно каких. То есть, по идее, мы можем поиграть 10 минут на самой первой локации, а потом проходить все остальные локации, все пооткрывать и уже потом раскачиваться. Это, конечно, полный бред. Лучше бы сделали такую систему, как и в остальных режимах. То есть, чтобы мы покупали локацию за монеты. Немного поговорим о стрельбе и этими самыми птенцами. Если мы будем стрелять ими, то максимум мы можем выстрелить примерно 6 птенцов. Поэтому зачем тут сделали 15 птенцов? Ну, как бы это непонятно. Ведь все, что больше 6, это уже бесполезные птенцы. Единственное, для чего они нужны, так это для ульты. Ультанут все сразу 15. Ну, как по мне, лучше бы сделали какую-нибудь нормальную систему. А не вот это вот, то, что на тяп-ляп. И да, кстати, еще здесь есть бесплатные приватные сервера. То есть мы можем создать приватный сервер абсолютно бесплатно, и нам не нужно платить за это робоксы. Именно на этих приватных серверах я вам и рекомендую начинать играть, поскольку на других серверах также играют какие-то люди, и они будут уничтожать башни, поэтому вам достанется меньше ресурсов. Ну, что тут можно сказать? Rovio поступили очень некрасиво, поскольку закрыли более-менее нормальную игру и на ее месте поставили какую-то помойку, которую они сделали на тяп-ляп. И за один день здесь можно стать топ-1 мира игроком, как я это, собственно, и сделал. Также я пообщался с Диконом в Дискорде. Он мне сказал то, что в этой игре даже не было рогатки и не было списка лидеров. То есть эту игру как-то пытаются обновлять и что-то в нее внедрять новое. В прошлой игре, по-моему, такого не было. Вот этой вот новой игры даже нет в списке всех игр Angry Birds. А предыдущая игра в Роблоксе, которая называлась Angry Birds Bird Island, она была в этом списке. Из этого можно сделать вывод, то что разработчикам вообще плевать на эту игру, и, видимо, вот эти вот другие компании, которые высвечиваются на экране загрузки, им просто платят деньги за то, чтобы они делали игры в Роблоксе. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Ссылочку на эту игру я оставлю в описании. Также я оставлю ссылку на мой профиль. Вы можете добавиться ко мне в друзья в Роблоксе. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.